Всем привет! В этом видео я хотел бы рассмотреть возможность подключения к телевизору 4K LG 55OH850V Bluetooth устройств сторонних производителей. Если перейти в настройки этого телевизора, выбираем общие настройки, то в отличие от операционной системы Android, здесь нет такого пункта, как активация Bluetooth модуля, только Wi-Fi. Но прилагаемый к телевизору такой вот пульт с гироскопом, он соединяется с телевизором по Bluetooth. При первой настройке и включении данного телевизора пульт сопрягается с ним по Bluetooth связи и уже неразрывен на протяжении всей жизни, как пульта, так и телевизора. Все это дело происходит автоматически, без вмешательства пользователя. Поэтому как-то иначе подключить другие устройства, кроме пульта, по Bluetooth, вроде как невозможно. Как же это реализовано? В операционной системе WebOS 3.0, на которой построена линейка телевизоров 2016 года выпуска. Все это реализовано через собственное приложение, которое устанавливается на смартфон под операционной системой Android или iOS. Для этого, как я показывал в предыдущем ролике с обзором данного телевизора, модель LG 55OH850, необходимо перейти в Smart Hub, нажав кнопочку с домиком. И вот здесь вот есть ссылочка на данное приложение. Здесь отображаются два QR-кода для подключения смартфонов на базе Android и на базе iOS. Отсканировав смартфоном данный QR-код, мы устанавливаем, в моем случае с Play Market, телефон на базе Android, специальное приложение, которое называется LG TV+. Вот таким вот образом оно выглядит при запуске. При первом включении нам предлагается соединить данный смартфон с телевизором под управлением WebOS TV и модель его. Вводим пин-код, как указано на экране телевизора. 552 552. И нажимаем кнопочку «Да». После этого у нас открывается одна из закладок, и можно использовать смартфон в качестве пульта управления. Напомню, что соединение смартфона с телевизором в данном случае осуществляется по Wi-Fi связи. При этом на телевизоре у нас появляется вот такая вот пиктограммка. При переходе сюда здесь предполагается, что можно просматривать изображение со смартфона на экране телевизора и также видео со смартфона на экране данного телевизора. В верхнем левом углу отображается модель смартфона. Это в данном случае Samsung Galaxy Note 2. Пиктограмма Wi-Fi соединения и пиктограмма заряда батарейки. И уже в этом приложении на смартфоне, если перейти в меню, здесь есть такой пункт «Агент Bluetooth». Именно с помощью вот этого агента Bluetooth мы соединяем сторонние устройства с нашим телевизором. Покажу вам на примере наушника Bluetooth наушника QI8. Для этого необходимо устройство включить. Так, теперь у нас устройство в поиске. Нажимаем «Выбор устройства». Открылся список, появились наши наушники. Нажимаем и сопрягаем не со смартфоном, а с телевизором. Причем связь происходит именно не по Wi-Fi, а по Bluetooth связи. Сопряжение установлено. Теперь звуковое сопровождение передается по Bluetooth на вот эти вот наушники, Bluetooth наушники. Поднесу один из наушников к микрофону. На этой же закладке имеется вот такая вот кнопочка «Подключиться к динамику ТВ». И звук тогда отключается от Bluetooth наушников и подключается к телевизору. Таким же образом мы можем вывести звук на внешнюю Bluetooth колонку.
Для этого в списке мы выбираем уже Speaker Best L1, и звук подключается к колонке. При этом регулировка громкости звучания, в данном случае с Bluetooth колонкой, осуществляется как кнопками на ней, если они имеются, также и с пульта управления. Как видим, на телевизоре появляется вот такая линейка, шкала, где отображается значок Bluetooth рядом со значением уровня громкости. Таким образом, что мы видим? В настройках самого телеприемника возможности подключить Bluetooth устройство нету, и телеприемник делегировал свои вот эти вот Bluetooth функции подключения смартфону через данное приложение. Как мы видим, здесь мы можем подключить эти устройства, и в данном случае смартфон выступает только в качестве как бы менеджера такого. Он соединяет устройство с телевизором, но сам именно в этой связке он только менеджер. Устройства соединяются, вот, например, наушники QI Hosting к телевизору подключаются напрямую, непосредственно по Bluetooth. А именно управление этим соединением осуществляется смартфоном в связке по Wi-Fi с телевизором. Вот такая вот закрутка, но WebOS 3.0 вот таким вот образом и выкрутились. Не все устройства телевизор хочет принимать. Вот, например, Bluetooth Gamepad iPega, китайский бренд, который очень легко подключается к Android устройству любому, в частности к TV-боксам, смартфону, но вот почему-то к телевизору этого он подключиться не хочет. Ну, кроме заявленных функций управления телевизором, это переключение программ, регулировка громкости, управление смарт-хабом, приложениями, управление курсором с помощью такой вот тач-панельки. Мы можем транслировать содержание любого видеоконтента, который хранится именно в смартфоне, на экран телевизора. И кроме того, есть еще такая закладочка «Трансляция», где включается режим в смартфоне Screen Mirroring, ну и соответственно в телевизоре. И изображение на экране смартфона зеркально отображается на экране телевизора. Если мы перейдем в настройки, мы перейдем в настройки именно Screen Mirroring самого смартфона. Вот, подключение осуществлено. И изображение с экрана смартфона транслируется на экран телевизора. Чтобы новый пользователь мог ознакомиться с операционной системой WebOS 3.0, в Smart Hub имеется электронное руководство. Вот оно. Кроме того, операционная система WebOS 3.0 поддерживает еще вот такое вот текстовое уведомление, которое можно, конечно же, отключить. То есть такие пояснения на любом пункте, они выскакивают автоматически. Для чего предназначен данный пункт. И, конечно же, операционная система WebOS 3.0 имеет собственный браузер. То есть YouTube мы даже можем запустить именно в браузере. Поддерживается флеш-плеер. Успел этот конвертик добраться до меня, так как... Ну и, конечно же, имеется и непосредственно приложение YouTube, где этот ролик можно также просмотреть. На большом экране. Успел этот конвертик добраться до меня, так как срок доставки... Это сейчас у нас
Фильм идет с Blu-ray диска. Если перейдем, например, в браузер. Браузер очень шустрый, как видите, загружается моментом. Здесь есть возможность подключения картинки в картинке. То есть вот на картинке еще идет с Blu-ray диска. В принципе, здесь может быть на этом месте и телетрансляция. Это можно все дело перемещать куда угодно. Если мы 2 раза кликаем, то открывается именно воспроизведение с внешнего источника. В LG Content Store Google здесь представлен только 2 приложениями. Это Google Play фильмы и YouTube. Причем Google Play, тут весь контент платный. Ну а так LG магазин насыщен простенькими игрушками и различными онлайн кинотеатрами. Также есть приложение отдельных телевизионных каналов. Вот в этих 2 роликах, первый ролик это обзор, краткий обзор, я бы так сказал, самого телевизора. И вот в этом ролике это уже обзор непосредственно операционной системы WebOS 3.0, на которой построена линейка телевизоров LG 2016 года выпуска. Я продемонстрировал функциональные возможности телевизора LG 55OH850V. Если у вас есть какие-то вопросы касательно данной модели телевизоров, пожалуйста, задавайте в комментариях, постараюсь на них ответить или снять дополнительно еще какой-то видеоролик с кратеньким таким обзором, отвечающим на ваш вопрос. Я с вами на этом прощаюсь, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.